Саш, Да. как ты сейчас отдыхаешь? Великолепно отдыхаю, не просыпаюсь рано утром. Нахожусь с семьей, в принципе, как и все последующие, ну, как и всегда, после поединков, после затяжных сборов каких-то. Ну, сейчас прям очень какой-то затяжной сбор был. Расписание дня. Я просыпаюсь в 9, в 10, то есть все зависит, нужно мне куда-то ехать и делать какие-то дела, а дела обязательно есть. Нужно восстановление после поединка, я проверяю полностью организм, делаю УЗИ организма, то есть чтобы начать восстановление после сборов, после боя. Ну, во время там, тренировочного лагеря ты, можно сказать, работаешь боксером. Во время отдыха ты работаешь папой. Расписание папы какое? 3 детей, кстати. Великолепно, просто находиться с ними, максимально играться, я называю это баловство, придумываем что-то. Вот сегодня через 3 часа у сына тренировка, и я планирую его туда отвезти на тренировку, посмотреть, что он делает, ну, тренируется, понаблюдать за ним, то есть это прикольно, это круто наблюдать за тем, как твои детки вырастают в чем-то, растут, что-то стараются делать. Младший на теннис ходит, средний на футбол, старшая на танцы. То есть я максимально пытаюсь присутствовать на этих мероприятиях, которые они делают, или какие-то выступления, или просто тренировки, или участие в их становлении, что-то спрашивают меня, разговаривают, что они делали, хотят добиться какого-то результата. Если ты балуешься с детьми, Катерина Михайловна с ними строгая получается. Кто-то должен быть хорошим полицейским, а кто-то... Да, я добрый полицейский. Ты добрый полицейский. Да, я зачастую добрый полицейский. Даже в 10 часов вечера, когда им надо спать, мы можем просто такой взрывную какую-то атаку сделать, 15-минутную. Два пацана на меня как бы нападают, они пытаются меня там забороть, еще что-то. Я притворяюсь, что у них это получается. Но в концовке я все равно превращаюсь в какого-нибудь типа... Ну, назовем это такой добрый монстр, который их там заламывает, что у нас есть определенный пароль, которым они убивают этого монстра. Не убивают, а этот монстр превращается в доброго отца. То есть я какой-то злой, то есть они делают пароль, который у нас есть в игре, и все, я вы меня спасли. О, мои спасители, сыновья, я их обнимаю, мы четенько идем, мы ложимся спать. Ну, перед этим надо книжечку почитать. Морозятся, конечно, от книжки. Хотят мультик. То есть Михаил больше, нет, я не хочу, но или Катя читает, или я. Книги школьного характера или художественная литература? Ты говорил, что начал много читать на украинском языке. Да, мы покупаем литературу, так как им сложновато, мы как бы русскоговорящая семья, да, и, ну, только у меня там мама, еще родственники чуть-чуть говорят. Дочка просит. И мама у тебя прекрасно говорит на украинском. Мама на украинском языке. Я с мамой разговариваю, да, на украинском языке. Дочка просит, чтобы я с ней разговаривал. Сын во 2 классе, как бы ему сложновато. В принципе, в школе как бы большинство как бы детей. А кому, кстати, ничего, читаем, все нормально. Из детей, кому тяжелее украинский язык? Лиза постарше, она больше прожила. Кириллу, наверное, больше Кириллу. Мишенька пока как бы садик. Ну, он там какие-то слова некоторые говорит. Ну, то есть в садике полностью как бы на украинском разговаривает. Там. Смотри, игры с детьми, понятно, после длительного лагеря. А какие игры с женой у тебя после длительного лагеря? Ух ты. Мы вдвоем находимся. Кстати, после того, как я приезжаю, мы где-то на протяжении 2-3, может быть, неделю, вот какие бы дела там у меня не были, куда я еду, она едет со мной. Говорит, соскучилась, с тобой поеду. Я говорю, вообще замечательно. То есть Но с Катериной мы играем во взрослые игры. Тоже хорошо. То есть тебе не надо после боя куда-то собирать всю семью, уезжать, там, не знаю, море, другая страна. Ну, сейчас это тяжело, но есть страны, куда можно уехать. Или дома это...
Хотелось бы, конечно, куда-то с детками поехать, давно, давно не выезжали, да. Это для сравнения просто. Некоторые вообще как бы там десятилетиями никуда не выезжают, а мы тут там год или полтора. Ну ничего страшного, мы находим другие способы для отдыха. Есть замечательно, мы вот с Катериной какое-то время мы там ездили по стране ездили. Вот ей очень, По Украине? Да, ей очень симпатизирует Западная Украина, Львов, в частности Львов. Ну и мы часто ездим как бы к друзьям, просто там на выходные можем съездить. У них там побыть день. Тебя что-то связывает со Львом? Я, насколько знаю, ты учился там. Я боксировал за Львов. Я боксировал 50% Крым, 50% Львов. Ну, то есть такую параллель давал. Когда боксировал по любителям, тогда я боксировал за Львов. Может быть, об этом кто-то, мало кто знает. Я, если честно, не знал. Видишь, ты не знал. Да, я боксировал по любителям, когда я участвовал, был в национальной сборной команды Украины. То есть 50% шло Львову, 50% шло Симферополю. Ну, например, первый раз, когда ты стал чемпионом, давай Украины, ты стал как боксер из Крыма или... Да, 2006 год в Одессе я выиграл чемпионат Украины, первый чемпионат Украины, мне было 19 лет. Я стал давать 50% зачета Львову где-то в 2008 году, где-то, когда я готовился на Олимпийские игры уже в Пекин. Если я точно помню, то где-то с 2008 года я 50% давал зачет Львову. Как тебя встречают в Западной Украине? Великолепно встречают, замечательно, с огромным уважением, с любовью. Ты знаешь, если меня хочешь спросить о том, что происходит вот в интернете, да, как люди там на меня реагируют или еще что-то, на улице они так не реагируют. Или просто они боятся как бы высказать свое мнение, или... Это просто, какие-то эксперты. Так было же всегда, как бы кто-то что-то говорит нехорошее, еще что-то. Так что замечательное отношение. Выхожу в магазин, где-то люди встречают, просят сфотографировать. Как обычно вообще, в принципе, вот как я по всей стране езжу, так... У Львове ты говоришь украинскую мову? Нет, на русском языке, и мне отвечают на русском языке. С друзьями разговариваю, с Михайловичем разговариваю на украинском языке. Практикую. Маленькі прикрощі не стануть великими халепами. Розумна система безпеки Ajax. Ні проблем, ні клопоту. Скажи, пожалуйста, это самый длинный лагерь был в твоей жизни? Мне кажется, что он шел 8 месяцев, честно. Вова, вот как раз он шел действительно 8 месяцев. Ты же хорошо знаешь, за это время можно родить ребенка, правильно? В какой-то момент Катерина Михайловна, моя любимая, говорит: слушай, ты точно там тренируешься, это да? Капец, 8 месяцев лагеря, команда вся в сборе. Я, наверное, в какой-то момент распустил всех, это произошло где-то буквально там на 3 недели, на месяц. Карантинного вот этого времени или нет? Да, весна. Нет, в карантинное время я тренировался все. Я это время тренировался, но в какой-то момент, когда у нас было непонятно, когда бои, где и вообще будут ли эти бои, я уехал сам за город и распустил всю команду. Да, действительно, мы 3 недели вроде бы мы, байдыкувалы, делали какие-то домашние вещи, которые, в принципе, ты не можешь делать, потому что ты постоянно на сборах, ты занят. Да, и потом мы вновь собрались, когда примерно мы понимали, я уже с Эдди Хирном был, то есть с Александром Красюком, с Эгисом, с Эдди Хирном, то есть со всеми, когда бои, где, во сколько, все, то есть в какой-то момент он там 31-го. И то мы заехали в лагерь, мы тренировались, но у нас будет 31-го, не будет. Я уже неделю тренировался и не знал, то есть будет он 31-го. Смотри, 4 переноса с Дереком. Это я посчитал, 4 раза переносили бой. Не было мысли уже сказать: Эдди, Александру Красюку: ребята, давайте уже с кем-то другим я отбоксирую? Это было, я уже просто... Психи были с твоей стороны? Эмоции. Или психи? Я тебе хочу сказать, что, мне кажется, не было.
Вот пару раз я взорвался уже в подготовке перед Дереком. Когда знал дату 31 октября? Да. По поводу чего тогда были взрывы, если ты знал, когда, где? Ну, внутри там что-то там болело, что-то какие-то, ну там, допустим, травма локтя была. Ну и мог бой и не состояться. Взрывы, Взрывы эмоциональные на тренировке, то есть вот надо же было... ну, не кому-то- по отношению к тренеру или... М, Ну, гыркнул там, может быть. Чуть-чуть, да, вот, ну типа, они как бы как громоотводы взяли на себя этот всплеск. Помолчали, посмотрели, друг на друга посмотрели, улыбнулись. Я продолжил, что вы улыбаетесь? Он говорит, смешно. Я говорю, «А у меня вообще не смешно. Ну, как бы, все, я утром подошел, обнял, поцеловал каждого, говорю, пацаны, простите, погорячился. Он говорит, идеальный вариант, вообще круто было. Жаль, не записали, говорит, там прям по-настоящему. Скажи, правда ли, что и ты, и Дерек пошли на уступки промоутерам в плане Гонорара? бюджета, наверное, да, гонораров, просто чтобы это состоялось, пусть уже без зрителей, чтобы просто состоялось. Так ты или Дерек? Я не знаю, насколько Дерек пошел, то есть я же с ним не общался, какой он гонорар, но я пошел на уступки. На какую уступку? Не сколько ты получил, я спрашиваю, сколько ты, скажем так, сбросил? Ну, 1,5, я думаю, сбросил. Может быть, 2, там, 1,5 Мы о какой валюте? условных единиц. Бенджамины Франклины. Это из-за того, что не было зрителей. Я так понимаю, Британия дорогая страна, там дорогие билеты. И Эдди говорил, что такого бюджета не может быть только из-за того, что не будет зрителей, не будет продаж от билетов. Потому что я думаю, что в Уэмбли был шанс собрать. Да. Не было зрителей. Еще что-то не знаю. Слушай, а как чувствует себя человек, который вот только что простил кому-то 2 миллиона УЕ? Голодным. Ну, ты прикинь, да, как Конечно, мне круто, как не бы очень иметь. тяжело. Смотри, ситуация была такова, что год ты не боксируешь, 8 месяцев тренируешься, 3 раза ты начинаешь лагерь, и там знаешь, что самое сложное? Когда ты отпахал месяц по 3 тренировки в день, и вот, к примеру, сегодня понедельник, и тебе не надо вставать в 5 утра, то есть ты уже переходишь, к примеру, на 2 тренировки. Мне очень нравится вставать в 5 утра, потому что это внутри делает меня сильнее. Почему? Потому что, не каждый спортсмен встает в 5 утра. То есть тренировка начинается в 5. Встаю я в 4:45, в 4:30. То есть мне надо прочитать молитву, да, почистить зубы, одеться и идти на тренировку. Не каждый это делает. Но иногда в какой-то момент я прям, когда встаю, Господи, спасибо, что встал. То есть такая. И когда тебе в понедельник не надо вставать, ты встаешь в 9 утра, идешь на завтрак, приходишь, великолепный завтрак, довольная команда, как дела, все хорошо, все великолепно. И тут дзынь-дзынь, да. И ты достаешь телефон из кармана и отмена. И так, я так понимаю, 4 раза было, да? То есть ты ложишь телефон в карман, приятного аппетита, друзья, бой отменяется, что делаем дальше? И просто хаваешь. То есть все начинают приступать к еде. Хоть похаваем, да? Все едят, все кушают, да, идет разговор, что делаем дальше, то есть что нам делать. То есть мы прям вышли, да, на какую-то именно, чтобы закопать себя по шею, чтобы тяжело было, и тут нам надо останавливаться. Я говорю, давайте неделю дорабатываем в таком же режиме, чтобы чуть-чуть выйти из этого, и потом переключаемся там на одну тренировку. То есть это опять смена питания, спарринг-партнеры, которые там, к примеру, уже были договоренные там на 3-4 недели, купленный билет. Это просто минус и проблема, ты останавливаешь лагерь и не знаешь, когда у тебя будет следующий лагерь, когда тебе в следующий раз начинать. Это ж подсчет, да, времени, то есть, Сколько стоит один твой тренировочный лагерь? Больше 50, я думаю, УЕ. А где бы ты ни готовился, да? Украина, Да. Киев, там Буковель. Да. Самая затратная часть, наверное, это спарринг-партнеры. Хорошие спарринг-партнеры, которые
не хотят ехать ко мне на сборы, зная, что у нас спарринги по 15 раундов, и по 4 минуты, там, да, с 30-секундным перерывом, там, по 20 раундов. Ну, то есть тот, кто знает, он, если едет, то ему надо платить, и мы как бы мы платим. Скажи, вот мы зацепили вопрос гонораров. Вот я сам лично, честно, не понимаю. Вот ты получаешь за бой, да? Да. Пускай, ну, чтобы легче было считать, 1 000 000. Сколько на самом деле остается боксеру? Опять же, тренировочный лагерь, тренеру, команде, менеджеру, промоутерам. Вот, из миллиона, хотя бы в процентах. Вот. Я так понимаю, что все говорят, вот там, вот Ломаченко получил столько, вот Усик получил столько. Сколько из этого остается боксеру на жизни, я имею в виду, вот, после того, как ты всем раздал? Потому что многие думают, что это тебе... Ну, половина. Половина, 50% остается. Я думаю, да. Ну, может, чуть меньше. Ну, хорошо, 40%. Половина 40%. То есть то, что мы читаем, суммы можно легко делить напополам. Да, можно делить напополам, а иногда даже от той половины еще можно напополам поделить. Ну, то есть все зависит от того, какие, ну, где ты боксируешь, какой процент налогов ты платишь, в принципе, с менеджером, там, с промоутерами, с тренерами все, ну, затраты бывают чуть там больше, меньше, да, ну, то есть, в принципе, половина, наверное. Просто тоже есть миф такой, я не знаю, что промоутеры платят тебе зарплату, там, я не знаю, как это называется. Вот я привык футбольным языком, знаешь, насколько я понимаю, есть бюджет, из которого ты раздаешь, они тебе раздают. Вот есть на данный момент, как эта схема работает, есть миллион, как ты говоришь. Да. Мы боксируем, мы готовимся, тренируемся, заканчивается бой, слава богу, там мы победили. У тебя, кстати, твоя сумма, извини, что перебиваю, зависит от того, победили, ну не у тебя в боксе, вот победил у тебя 1 000 000, проиграл у тебя там 100 000 или нет? Нет, у тебя гарантированная сумма, может быть даже больше. Почему? Потому что если ты участвуешь в каких-то per-view продакшенах, рекламы, да? Реклама там, да, какие-то вещи, может плюсануться, ну. А так, в принципе, сумма гарантированная. То есть считаются затраты всех, кто на что потратил, то есть команда, переезды, перелеты, всех, кто этому помогал. И боксер из этого 1 000 000 начинает раздавать. Да. Да. Так и есть. Ну, не у всех, ну, кто-то раздает, кому-то дают. То есть вот есть, допустим, вот у тебя 2. Все, он отбоксировал, там получил 2. Там у тебя 1 000 000, получил 1 000 000, и там ты уже... А у тебя как? Тренеру. Есть сумма. Вот Эдди делает, допустим, он организовывает поединок. То есть мы с К2, моя компания, да, мы работаем как сопромоушен. То есть Эдди организовывает, все, допустим, есть сумма. Вот 1, да. Мы затратили все то, что мы потратили, заплатили за то все, что мы потратили, и потом мы делим, там, компания получает свой процент, я, менеджер, моя команда, то есть зарплаты все эти раздаются. Смотри, закончился тренировочный лагерь, кстати, последнее про тренировочный лагерь, у тебя какие-то особые отношения, я так понимаю, с этого лагеря, с гирями, то, что я наблюдал. До этого не было так много гирь, у тебя любого веса, вот, по-моему, такой, которая на брелок похожа, до максимальной, которую... Наверное, максимальная 40 есть у нас. Почему так? Мне почему-то кажется, что это Анатолий Николаевич. Мне очень нравится. Это Анатолий Николаевич, естественно. И еще мне очень нравится, когда мы с Валиком начали первое наше сотрудничество. Это, наверное, было... Гасев. Да, с Гасевым в 2018 году. Вот мне там понравились вещи. Они как-то делают, ну, сильнее тебя. Мы просто ушли от каких-то вот этих олдскульных мужчин, да, которые там 50-70 лет назад тягали гири, вроде смотришь, ну, такой... пухлыш, да? Угу. С пузиком причем. С пузиком, да. А внутри там, конечно, если его подсушить, понятно, что он там увидишь и кубики, и все остальное. Ну, не знаю, симпатизирует мне этот снаряд для набора силы. Его можно заменить даже штангу и все остальное. То есть ты кинул 16-ку в багажничек красивенько, и ты везде можешь поработать. Очень такая комплексная штука, которой можно очень много сделать вещей. И приседы, и выбрасывания, и все остального. Замечательный снаряд, который очень сильно симпатизирует, и буду продолжать им трудиться. Саш,
Из английские истории у нас начинаются, Да. чисто английские истории. Вы Давай. прилетаете, я смотрю Володимир. сторис. Мне кажется, Сережа Лапина. Ну, у вас там ехало 7 человек, да, по-моему? Не, нас 4 ехало. Пятеро. Вот. 5. Не вспомню, честно, чью, может быть, Макса Казакова сторис. Вы прилетаете в Лондон, пандемия, в масках, миллион людей, вы стоите в очередях вот в этой змейке. Ну, я тебе еще... Где встреча, ну я не говорю там с фанфарами, красная дорожка, но есть обычное понятие, как зеленый коридор. Я просто летал вот с футбольными командами, я видел, как это, да, отдельный коридорчик, все быстро, там 30 человек проходят за, ну реально 3 минуты. Да, 3 минуты, конечно. Вот, Александр Усик в богатом плаще стоит в Хитроу с чемоданчиком. А плащ, кстати, обалденный. Плащ очень солидный, очень Плащ, солидный. я как увидел его, по-любому надо купить. Пришел, И вот он к Англии, вот к Лондону, да? он к Лондону, блин, он не дешевый капец. Я прям, знаешь, так задумался, как бы, а нафиг он мне нужен? Блин, ну такой Саня, у плащ... тебя такие траты на тренировочный лагерь, смотри, -2 ты пошел на уступки Хирну, дорогой плащ. Плащ я купил А в ты- прошлом году. А ты говоришь, не взлетел немножко, 100% взлетел. Да? Ну, думаю, по тратам, может быть. Ну, типа, -2, типа, это вау, я царь, да, вау, -2. -2 лох. Саня, ты лох, у тебя -2. Нет, так у тебя... Кто-то сейчас из пацанов скажет, ты лох, и я скажу, да. Нет, так подожди, может быть, ты лох и -2, но у тебя плащ. Блин, у меня плащ офигенный. Я его в Киеве купил. Плащ я оценил. Плащ, четкий. Я знал. Я, знаешь что? Я специально одел плащ. Друзья, конкурсы, подарочки. Проводим конкурс вместе с нашим партнером и хорошим другом, чемпионом в своей сфере, в сфере безопасности. Это компания Ajax. Саша, что Да. надо сделать? Нужно быть подписанным на мой канал на ютубе Усик17 и дать правильный ответ, Написать их в комментариях. написать их в комментарии. Поехали. Какой вопрос первый? Как можно выиграть систему безопасности Ajax, которая перед нами? Совершенно верно. Ее можно выиграть, дать правильный ответ, какое количество раз я боксировал на взрослых чемпионатах Украины. Кто правильно ответит, это все в комментариях. Там и будет победитель, который получит эту систему. И можно выиграть еще Сашины поделки как дизайнера. Это одежда Усик17. Ответив на вопрос. В каком весе я провел свой первый поединок? Первый поединок в жизни. Из всех правильных ответов мы выберем 4 победителя. 2 победителя это футболочки. 2 победителя, двоим будет чуть-чуть теплее, это спортивные костюмы. Друзья, участвуйте и побеждайте. Приезжаем мы в Лондон. Прилетаем. Прилетаем мы в Лондон. Сначала, у нас не было прямого рейса. Не знаю, в этот день не было прямой. Киев-Лондон. Мы летели через Турцию. То есть, понятно, везде в маске, везде все. То есть я снимаю маску, вот, нельзя маску. Сел в ресторане, кушаю, значит, маску можно снимать. Ну а какая разница? Хорошо, я кушаю. Теоретически у нас может вылетать с рта микроб, да, который летать будет и искать. Это реально фактически может вылетать. Да, он типа оп, и он типа, кого я найду? Хорошо, правила, окей, не будем нарушать эти правила, будем участвовать. Сидим в самолете, кушать можно без маски, да, сидеть в маске. Хорошо, мы прилетаем в аэропорт, и я вижу вот эти там 500-600 человек. Кто-то кашляет, кто-то пукает, кто-то дышит. Все это мы делаем, и мы в том числе. Прям стоите, дышите, пукаете, кашляете, все Ну одновременно. конечно, ну а как? Ну это же життя, это же Лондон, как бы. И у меня начинаются разговоры, как бы я говорю, слушай, ну допустим, я к Александру Красику говорю, слушай, а нельзя какой-то там, не знаю, коридор, ну это же как бы, ну, серьезная вещь, да, мы приехали. Ну на да, вроде событие не туристы. боксировать. Ну как-то вот не так. Сергей Сергеевич Лапин, братан, от души, идет, он говорит, сейчас. Я говорю, да ну тут так не работает. Идет и договаривается с чуваком. Пограничником, который в Я кабинке. не знаю, вот это. кто он просто вот такой чувак, англичанин, который, о, Алекс, congratulations, чу-чу-чу, а чё так, это все, и Сергей Сергеевич, как говорится, решает эту движку очень быстро. И вы все-таки проходите без очередей. Без вот так. очередей, да, мы проходим без очереди, мы садимся в... Дальше, хотя бы дальше вас уже встречали или вы там Нет, так- дальше встречал человек, конечно, у нас как бы минивэн, там PlayStation, там пацаны играли в PlayStation, Макс с Серым играли в PlayStation. Мы приезжаем, нас закрывают в номера на сутки, берут у нас тесты.
закрывают. Кстати, у меня вопрос, а ты не переболел, нет? Ты не с антителами? Переболел. Ты переболел, да? Но Ты я просто- еще в первую. Ну да, ты просто настолько спокоен ты был. Я тебя тогда спрашивал, Сань, там корона, это, ты мне ха-ха-хи-хи, ха-ха-хи. Я так и подумал, ты переболел, у тебя антитела, и ты... Так я же и до этого как бы не паниковал. Я говорю, что переболеют все абсолютно. То, что есть вирус, он есть, естественно. Весной и осенью всегда люди болеют. Почему весной и осенью самые большие нападки этого? Ну вот сейчас, почему это больше так много? Ты легко переболел? Потому что мне тут тоже помогли. К У твоему меня, бою еле успел. у меня ситуация была такова. Я лечил зубы, делал зубы, и у меня потом бах, ну там так надуло лицо, чуть-чуть, такое ощущение, будто меня пчелы покусали. Надуло у меня лицо, и у меня появилась температура. Ну, температура. Логично, если я надуло сразу лицо, понимаю, да. у меня там разрезали, там вставляли импланты, да, то есть я вставляю зубы, да. Моя супруга, великолепная, благоверная, говорит, слушай, нюх потеряла. Ну, знаешь, так смешно, да, кажется. Там обаяние, все. И мы вызвали доктора, который проверил нас. И действительно у нас с Катей подтвердилось. У всего нашего окружения, которое живет с нами и работает с нами, все нормально. Ни у кого ничего нету, то есть мы каждый день видимся, все у нас подтвердилось. Мы, естественно, сели на карантин с ней, все отсидели там 14 дней. Ну, я имею в виду, ты без там температуры. У меня была температура больниц. 3 дня, Ну, то же самое. 37,2, 38, то есть вот такая температура, но у меня, ну, такая вот слабость была. 3 дня я просто вот реально лежал на кровати, мне это очень дико не нравилось. Мне вообще не нравится такое состояние, я вообще ненавижу, когда со мной происходит такого рода вещи, то есть там или температура, или какой-то кашель. Я абсолютно ненавижу болеть, как бы я даже... Вот не нравится мне это, вот кто-то, кому-то по кайфу полежать, чтобы за ним там по чаечек ему поделали, мне это крайне... Где-то на пару дней можно дольше, да, даже по когда пару нет дней тебя? дольше затянуть мне крайне это не нравится, я чувствую себя какой-то обузой или еще чем-то, что вот какой-то... Да, я полежал 3-4 дня на кровати, все, прошли этот карантин, кушаем, пьем, все, слава богу, потом опять проверились, все нормально у нас, как бы можете там ездить, там ходить, и я начал как бы... Так я при этом всем, я дома там какие-то приседания, пресс, растяжки, то есть я это делал, я даже не думал, что там у меня что-то есть. Не, ну когда температура не была, конечно, я просто валялся и... Ну, то есть температура высокая была? 37,2, ну ты понимаешь, точно для такая же мужика история. 37,2 это ж все. Это ж я умираю, помогите. Ну, это женщина там 42, она еще может стирать, убирать, там дитя укачивать. А мужик же 37,2, все. Это ж конец света, он завещание пишет. Давай кофе. Пацаны, ну так Ну, есть. это правда, не, ну у меня просто Это точно спасибо такая же большое. история. Спасибо, Макс. Так и есть, да. И у тебя без молока? С. С? Хочешь с молоком? У меня тоже с молоком. О, я думал. Отлично, все нормально. Да, и не то, что я там как-то верил и не верил, и скептически относился, просто, знаешь, какая моя позиция в этом ключе, в том, что больше паники. Ну, то есть людей загоняют в панику, а от паники еще больше происходит. То есть вот если в лифте застряли с человеком, который паникует, выгодней и дешевле его отключить на какое-то время, пока вас не достанут из лифта, потому что он забирает максимальное количество кислорода, и паника порождает панику. То есть закрытие вот этих всех вещей, то есть люди начинают себе додумывать, придумывать, я больной, хотя человек полностью здоровый, он притягивает это к себе. Ну, конечно, психосоматически у нас все проблемы, которые существуют с людьми во всем мире, это все чистая психосоматика. Начинает, ой, что-то болит там, ой, правая сторона, ой, что-то сердце. Не может просто так сердце болеть. Если сердце здоровое, не может болеть сердце просто так. Что болит? Может какая-то мышца, еще чего-то. Где-то там в плече болит, а в пояснице тянет или еще что-то. То есть, надо как-то... Я просто, вывод сделал, что у тебя антитела, вот из-за того, что как ты себя вел. Мне, когда ты улетел на момент, вот ты уже был в Лондоне, да, там вы
чуть ли не 2 раза в день, да, лупили? Утром, вечером у вас берут ПЦР. У нас через день. Мне тут журналисты звонят, как Саня сдал. Я смотрю, ну, то видео, которое ты везде улыбаешься. Я подумал, что ты должен переживать, просто потому что 4 переноса, ты год не боксируешь, и как минимум, чтобы там, ну, просто он не показал положительно. Из этого я взял, что у тебя Да антитела. я даже внутри, Вова, ты думаешь, то, что я не показывал, это я не переживал? Откуда я знаю, какой он вообще? Может, он мне, ну, да хорошо переболел. Откуда я знаю, что он может мне еще раз не цапануть? А, то есть переживания было. Ну, внутренние, конечно, были переживания о том, что, ну, вот вроде... Ты знаешь, когда я приехал в Лондон и разговаривал, ну, с Катюней, она говорит, фу, слава богу, ты уже в Лондоне. То есть у нее отпустило, знаешь, как внутри. А она 8 месяцев, у меня вся семья 8 месяцев в напряге. Понятно, дети, там у них школа, у них своя движуха. Ну, там все, кто... Мамы, няни, дяди, все, жена, все в напряжении, они со мной боксируют. То есть все тренируются, то есть у меня, ну, вот такая-то. От того, что это... Я так понимаю, ты из-за Дерека чуть-чуть переживал, чтобы он там ничего лишнего не сдал, да? Да, я думаю, Ну, дай бог, положительно. чтобы все хорошо было, чтобы мы уже отбоксировали и дальше уже трудились. Как это выглядело в Лондоне? Потому что, насколько я понял, Лондона ты не видел. Вы приехали, вас закрыли, вот как в NBA, этот пузырь это называется, и никуда из гостиницы ты не выходил. Это поселение было. Элитное поселение. Ну, Дерек был в этой же гостинице. Он на пару дней вроде позже приехал, ну так как он в Лондоне был, да, или ну, где он живет, я не знаю. Нас закрыли на сутки полностью в номера. Очень интересно. Дали нам оранжевые браслетики, Да, это было. и все, на наверное. сутки в номера. Круто. Я взял книжечку себе, все, читаю, телефон, книжка, разговариваю с А семьей. что читал? «Огненный Ава». Очень интересная книженция. Да, и вот все это происходило, там в 12 часов дня или в час мне постучали в дверь, пришли ребята, офицеры, говорят, Алекс, все окей, типа они поменяли мне оранжевый браслет на черный, все, можно выходить из гостиницы, из номера. Был 3-й этаж, был балкон, все. В какой-то момент, 3 дня нахождения в гостинице, я чувствую, что вот я какой-то вот сушит, жестко сушит. Вот горло сушит, блин, пить, вот из-за кондиционеров, которые просто круглосуточно А у работают. тебя уже мысли пошли, что... Ну, конечно, что ты думаешь, что происходит? Вот вес там падает, знаешь, ну, ты постоянно. Я думаю, так, надо что-то менять. Я сделал себе там лежаночку такую небольшую на 3-м этаже на балконе. Взял, там, оделся, взял какое-то покрывальце с собой. То есть вот я там смотрел или кино, или читал, вот сидел там на улице. Ну, последняя неделя, пускай там 5 дней до боя, какие-то тренировки, разминки есть? Это все было в гостинице, Это да? все было в гостинице. Импровизированный ринг, импровизированный мешок, какая-то беговая дорожка, велосипед. Это все было внутри. Вот вся та карта, которая боксировала. И вы с Дереком все эти дни не пересекались? На взвешивании. Не, я имею в виду в гостинице. Нет. Там, насколько я знаю, Сережа Лапин от него там 3 номера жил, по-моему. Да, он от него 3 номера жил, но мы не пересекались с ним. Почему у вас так с Дереком вот история какая-то дружелюбная? Помня его пощечины Виталию Владимировичу, нашему мэру, плевки в лицо Владимиру Кличко, то, как они подрались на пресс-конференции с Дэвидом Хэм, хотя тот сейчас, да, его менеджер, у вас все настолько дружелюбно. Вы раскрутили бой 2 словами. Hello, Derek и Hello, Usyk. Не знаю, Владимир. Может, с благими намерениями, как бы и Всевышние намерения эти благословляют. Я не поверил про эти намерения с его стороны. Он Ты знаешь, повзрослел просто. Может быть. Он Эгису говорил, что говорит, блин, я не могу, вот он так ведет себя или как-то вот, ну, со стороны я как-то так выгляжу, что он говорит, я не могу себе позволить как-то чернить его или осквернять или еще что-то. Мы, когда стояли face-to-face, когда он подошел до меня, да, вот это war, там обмазаны всех, и он мне говорит, он, знаешь, смотрит на меня таким главным лицом и говорит, I'm no understand me, war, war, я ему говорю, no war, peace, war. То есть вот эта перепалочка вот здесь уже была, но когда он вот так вот близко подошел, то есть у меня мысль, думаю, блин, сейчас же, ну, может что-то, ну, где-то далеко было, что может что-то произойти, когда он подошел ко мне, и, ну, я стоял на своем, как бы, все нормально. Ему задавали вопрос о том, что почему так, у вас все хорошо, он говорит, все, это
завтра там бой, мне нужно быть Ну, дружба закончилась, и максимально, завтра. Да, но великолепно он пришел после поединка. Мы очень хорошо с ним пообщались. То, что там видно было, да, на камеры мы с ним побеседовали. И Ну, бургеры, это бургеры, вообще да, я максимальный пригласил его в левел, Киев. Он по-моему. говорит, я с удовольствием. Он говорит, мне очень нравятся бани. Прям бани с веником, да. Я говорю, с удовольствием, приезжай в Киев. Ну, он с же знает, удовольствием. кто мэр Киева? Так точно. Ему не мешает это? Да, я Приезжать в думаю, Киев? что нет. Я и Хэю говорил, что вот, ну, будет с удовольствием вас встретим в Киеве, покажем Киев. Вот Вообще я страну. понимаю, что ты прекрасно общался с Дереком Чесорой. Как ты общался с Эдди Хирном? Он как бы твой промоутер, там, как, ну, наверное, промоутер, да? у вас? Сейчас на данный момент так, конечно. Было ли какое-то общение про будущее? Потому что он себя ведет больше как промоутер Энтони Джошуа, но не Александра Усика. Ну, Энтони Джошуа, в принципе, ему выгоднее, правильно? И он как бы изначально... Ему интересен Александр Усик, но ему интересно как бы из этого заработать. Вообще, в принципе, всем, кому это интересно им первое это заработать. Да, Эдди хорошо ко мне относится, мы с ним переписываемся. У нас, ну, я имею в виду вот на данный момент то, что... Но, естественно, выгода в том, чтобы ну, как бы заработать. Мое мнение, лично мое, мне показалось, что Эдди Хирн был не заинтересован в том, чтобы ты выиграл. Ну, почему нет, конечно. Но он же и твой промоутер. Ну и мой промоутер тоже, ну, не знаю. Тебе так не показалось? Слушай, так когда кажется, креститься надо. Я вообще, ну хорошо, ну даже если он был заинтересован. Многие, вот я просто об этом не говорю, многие люди были заинтересованы в том, что я проиграл. Ну и что, мне думать об этом или что? Мне вообще без разницы. Ну, тебе, Я, слава тебе богу, с этими выиграл. людьми работать. Да. Все исключительно будет происходить в регламенте труда. Выгодно нам сотрудничать совместно? Отлично, давайте сотрудничать. Невыгодно? Ну, извините.